В этом месте мечтают побывать все, ведь именно здесь можно увидеть тот самый райский Таиланд с лазурной водой, белоснежным песком и одним из самых красивых пляжей в мире. Такого не увидишь на Пхукете или в Паттайе. Сегодня мы с вами отправимся на острова Пхи-Пхи. Острова Пхи-Пхи – это тот самый Таиланд с открыток. Отвесные скалы, бирюзовая вода, белоснежный песок и ощущение, что ты попал в кино. Именно здесь снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. И после этого тут захотели побывать туристы со всего мира. Пляж Майя-Бэй регулярно попадает в мировые топы, как один из самых красивых на планете. Не отстает от него и лагуна Пиле с лазурной водой. Всего за один день на островах Пхи-Пхи ты получаешь заряд эмоций на год вперед. Попасть на Пхи-Пхи можно только по воде. Примерное расстояние от Пхукета 45 километров. Чаще всего туристы приезжают с экскурсиями на спидботах. Я тоже выбрала такой вариант. Ссылку на проверенный тур с Пхукета с русским сопровождающим я оставлю в описании под видео. На пирсе нас ждал короткий инструктаж и легкий завтрак. Затем мы отправились в путь. Спидбот вмещает порядка 40 человек. На нашей лодке были бесплатные безалкогольные напитки. Кому нужно, дали таблетки от укачивания. Еще нас угощали фруктами. Также в стоимость тура включен вход в национальный парк, сопровождение гида, оборудование для снорклинга, трансфер на всем маршруте, в том числе из отелей и обратно. Поездку на спидботе нельзя назвать расслабляющей прогулкой, но скоростная лодка – это лучший вариант добраться на острова Пхи-Пхи быстро. Первая остановка – пещера викингов. Внутрь туристов не пускают, но лодка подплывает близко, и можно рассмотреть ее с воды. Пещера известна тем, что здесь собирают ласточкины гнезда, которые считаются деликатесом в Азии. Лагуна Пиле – это невероятный изумрудный цвет воды, из-за которого все влюбляются в Пхи-Пхи. Купание здесь отдельное удовольствие, но есть еще одно развлечение. За 400 бат с человека можно прокатиться на традиционной деревянной лодке. Это лучший способ сделать эффектные фотографии на фоне скал и прозрачной воды. Местные водители знают, где нужно остановиться, чтобы поймать самые удачные ракурсы. Вы привезете отсюда миллион красивых кадров. Да даже просто полюбоваться этой водой в сочетании со скалами уже невероятно. Мне кажется, одна лишь эта локация стоила того, чтобы приехать на Пхи-Пхи с Пхукета. Майя-Бэй – главная жемчужина маршрута. Та самая бухта из фильма «Пляж», окруженная скалами. Картина с Леонардо Ди Каприо сделала это место невероятно популярным. Раньше о нем никто не знал, а в последние годы сюда едут туристы со всей планеты. Майя-Бэй регулярно попадает в подборки лучших пляжей мира, а эту картинку представляют многие, когда слышат словосочетание «райский Таиланд». Сейчас здесь действуют строгие правила. Купаться нельзя, потому что Таиланд стремится восстановить местную экосистему. Тут защищают кораллы и акулят. Однако даже без купания Майя-Бэй производит сильное впечатление. Тут можно гулять по пляжу и наслаждаться безупречным видом скал на фоне небесно-голубой воды. Большой плюс, что в воду никого не пускают, в том, что совершенство этой картины не испорчено толпой туристов в море. У вас легко получится сделать фото на фоне идеального пейзажа.
Кстати, советую сразу идти вправо как можно дальше, так как большинство туристов остается у входа на пляж, слева. Надо сказать, что людей в национальном парке Майя-Бэй очень много. По пути к бухте вы будете идти непрерывной колонной, но на самом пляже это не мешает. Еще одна локация на островах Пхи-Пхи – пляж обезьян. Обезьяны здесь действительно живут прямо у моря, они свободно гуляют по пляжу. Наблюдать за ними интересно, но важно помнить – это дикие животные, и кормить или задирать их не стоит. Эта локация особенно нравится детям. Здесь можно сделать интересные кадры на фоне обезьянок. На экскурсии у нас была остановка на снорклинг. Нельзя сказать, что архипелаг Пхи-Пхи славится невероятными кораллами, но вот поплавать в окружении симпатичных разноцветных рыбок тут точно получится. Вода чистая, поэтому видимость хорошая. Прокат маски и трубки включен в стоимость экскурсии. Спасательные жилеты тоже доступны. Далее мы отправились на Пхи-Пхи-Дон, единственный обитаемый остров архипелага. Здесь находятся отели, рестораны, бары, магазины и другая туристическая инфраструктура. Почти все жители этого острова – мусульмане. Здесь у нас был час, чтобы искупаться, погулять по берегу и пообедать. Обед в формате буфета включен в стоимость тура, который я выбрала. Тут несколько тайских и европейских блюд, свежие овощи и арбуз. Есть вегетарианская еда. Свободное время советую провести на пляже с кокосовым мороженым. Оно в Таиланде очень вкусное. Еще одна точка маршрута – остров Кай Нок. Здесь у нас был час спокойного пляжного отдыха. Белый песок, прозрачная вода и возможность просто расслабиться после насыщенного дня. Если заказываешь напиток, то пляжный стул под зонтиком можно занять бесплатно. Остров Кай Нок находится ближе всего к Пхукету, всего в 20 минутах езды на лодке. Тут есть несколько баров, а также возможность покататься на гидроциклах. Если у вас есть специальная обувь для купания, возьмите ее с собой. На дне обломки кораллов. Кстати, купить кораллки и сумочку для подводной съемки можно прямо на пирсе перед отправлением. Напомню, что ссылка на проверенный тур будет в описании под видео. Если бы я составляла рейтинг самых красивых островов Таиланда, то я бы точно включила в него не только Пхи-Пхи, но и Семиланы. На моем канале есть видео о Семиланских островах. Посмотрите! Туда едут, чтобы искупаться в лазурной воде и поплавать в окружении черепах. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. До новых встреч!